Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на 8-ю часть курса по написанию Discord бота на питоне, используя Dsnake. Меня зовут Глеб, но мы начинаем. Поехали! Для начала хочу сказать огромное спасибо подписчикам и зрителям моего канала за то, что оставляете в последнее время столько интересных идей. В ближайших выпусках постараюсь реализовать все идеи, которые вы написали. Отдельное спасибо комментатору Фоди12. Сегодня пишем бота, который будет логировать каждое наше действие. То есть будет отправлять сообщения в консоль и в канал. Ну что, начинаем. Для начала надо создать файл main.py. Ну или bot.py, как кому больше нравится. Далее установим и импортируем библиотеку Dsnake. В моем случае это команда pipenv install, но если вы используете другое виртуальное окружение или не используете виртуальное окружение, тогда просто pip install Dsnake. Далее импортируем нашу библиотеку, а также импортируем из Dsnake ext commands. Далее из файла var импортируем токен, об этом я уже много раз рассказывал. Далее выдаем все нужные права нашему боту. В нашем случае это будет Dsnake Intents All, а также разрешим ему доступ к списку участников, а также к содержанию сообщений. Далее инициализируем переменную bot и указываем все нужные параметры. В нашем случае это будет command prefix, intents, ставим то, что у нас не будет help команды, а также указываем тестовые гильдии. Здесь надо вставить ID, но чтобы его получить, надо зайти в Discord. Нажимаем правой кнопкой мыши по нашему серверу и выбираем копировать ID сервера. Возвращаемся в IDE. Вставляем наш ID. Далее создаем bot-event с асинхронной функцией onReady, которая будет отправлять нам, что наш бот успешно подключился. Далее приступаем к как раз таки основному функционалу, а именно логам. Давайте напишем лог на удаление сообщений. Для этого также используем bot-event. Создаем асинхронную функцию onMessageDelete. Далее создаем переменную msg, в которой мы напишем, что мы будем выводить, как раз таки текст лога. У меня это будет сообщение удалено и само сообщение. Далее создаем переменную channel, в которой у нас будет храниться ID нашего канала, в который мы будем отправлять логи. Для этого давайте его создадим. Переходим в Discord. Создаем в текстовых каналах новый канал, у меня это будет logs. И копируем у него ID. Возвращаемся в нашу IDE и пишем channel, bot-get-channel и далее ID. Затем используем функцию print для того, чтобы вывести наше сообщение в консоль. А также await channel send msg, чтобы отправить это как раз таки непосредственно на наш сервер. Далее создаем очень похожую функцию, можем даже ее в целом скопировать. Единственное, что мы здесь изменим. Вот здесь напишем member name, здесь укажем member. И здесь напишем, что он прибыл на наш сервер. Также отправляем в тот же канал и себя в консоль. Третий лог у нас будет на удаление участника. Ну или простой уход. Опять же, здесь изменяем только... Да, вот, кстати, вот здесь надо изменить на member join, а здесь на member remove. И меняем здесь, что он ушел с сервера. И последний лог будет у нас на изменение сообщения, который будет выводить, какое было до этого сообщение и какое стало после.
Здесь пишем before, after в параметрах. Далее создаем переменную msg и в ней указываем то, что будет сейчас на экране. А далее все точно так же. Ну и пишем bot.run токен. Ну что, пробуем запускать. Наш бот успешно запустился. Переходим в Discord. Давайте напишем сообщение в абсолютно любом канале, например, здесь. И попробуем его изменить. Он нам пишет в логе сообщение до изменения, а сообщение после изменения, думал, не заметим. Затем удаляем сообщение. Также пишет об этом. Далее давайте добавим участника. И вот нам приходит лог о том, что он прибыл на наш сервер. Если мы его выгоним, ушел с сервера. Ну а на этом все. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.